момент моего последнего обновления в январе 2022 года у меня нет конкретной информации о Chopen Nocturn 432H.z. Возможно, этот термин относится к музыкальной композиции или определенной частоте настройки, используемой в музыке. 432 Гц относится к частоте в герцах, которая часто связывается с альтернативными настройками в музыке. Стандартная настройка музыкальных инструментов обычно установлена на 440 Гц, но некоторые музыканты и теоретики высказываются в пользу использования 432 Гц, утверждая, что это звучит более естественно и гармонично. Однако важно отметить, что это вопрос дискуссии и предпочтений, и нет научного консенсуса относительно превосходства одной настройки над другой. Chopen похож на ошибку в написании Chopen, знаменитого польского композитора и пианиста Фредерика Шопена. Если существует конкретное произведение или музыкальная работа под названием Chopen Nocturn, это может быть вариацией или интерпретацией ноктюрнов Шопена в контексте настройки 432 Гц. Если Chopen Nocturn 432H.z — это термин или концепция, возникшая после моего последнего обновления, я рекомендую проверить более свежие источники, такие как музыкальные форумы, веб-сайты или публикации, для получения последней информации по этой теме. Вероятно, есть путаница в наименовании, так как Chopen кажется опечаткой в имени знаменитого польского композитора Фредерика Шопена. Произведение, на которое вы ссылались, это ноктюрн си-бемоль минор, соч. 9, номер 1, одно из знаменитых произведений Шопена. Что касается упоминания 432 Гц, то часто энтузиасты экспериментируют с разными частотами настройки. Стандартная настройка музыкальных инструментов обычно установлена на 440 Гц, но некоторые музыканты и теоретики предлагают использовать 432 Гц, полагая, что это придает музыке более естественный и гармоничный звук. Однако это вопрос субъективный, и мнения относительно преимуществ альтернативных настроек, таких как 432 Гц, расходятся. Если кто-то создал версию ноктюрна Шопена си-бемоль минор, соч. 9, номер 1, специально настроенную на 432 Гц, скорее всего, это будет художественной интерпретацией или экспериментом в настройке, а не стандартным или исторически точным представлением. Выбор частоты настройки может влиять на настроение и восприятие музыкального произведения, и некоторые музыканты могут выбирать альтернативные настройки по художественным или личным соображениям. Если у вас есть конкретная запись или обработка ноктюрна Шопена си-бемоль минор, соч. 9, номер 1, настроенная на 432 Гц, то вы, возможно, обнаружите уникальные особенности звучания по сравнению с версиями в стандартной настройке. Однако эти различия будут субъективными и зависят от индивидуальных предпочтений. As of my last knowledge update in January 2022, I'm not aware of any specific information regarding Chopen Nocturn 432 Hz. It's possible that this term refers to a musical composition or a specific tuning frequency used in music. 432 Hz refers to a frequency in Hertz that is often associated with alternative tunings in music. Standard tuning for musical instruments is typically set at 440 Hz, but some musicians and theorists advocate for using 432 Hz, claiming it has a more natural and harmonious sound. However, it's important to note that this is a matter of debate and preference, and there is no scientific consensus on the superiority of one tuning over the other. Chopen seems like a misspelling of Chopin, the renowned Polish composer and pianist Frédéric Chopin.
If there's a specific piece or musical work called Chopen Nocturn, it could be a variation or interpretation of Chopin's nocturnes in the context of the 432 Hz tuning. If Chopen Nocturne 432 Hz is a term or concept that emerged after my last update, I recommend checking more recent sources, such as music forums, websites, or publications, for the latest information on this topic. It seems there might be a confusion in the naming, as Chopin appears to be a misspelling of the renowned Polish composer Frédéric Chopin. The piece you're referring to, Nocturne in B-flat minor, Op. 9, No. 1, is indeed one of Chopin's famous compositions. As for the mention of 432 Hz, it's common for enthusiasts to experiment with different tuning frequencies. The standard tuning for musical instruments is typically set at 440 Hz, but some musicians and theorists propose using 432 Hz, believing it to have a more natural and resonant quality. However, this is a subjective matter, and opinions on the perceived benefits of alternative tunings, such as 432 Hz, vary. If someone has created a version of Chopin's Nocturne in B-flat minor, Op. 9, No. 1, specifically tuned to 432 Hz, it would likely be an artistic interpretation or an experiment in tuning rather than a standard or historically accurate representation. The choice of tuning frequency can affect the mood and perception of a musical piece, and some musicians may choose alternative tunings for artistic or personal reasons. If you have a specific recording or rendition of Chopin's Nocturne in B-flat minor, Op. 9, No. 1, tuned to 432 Hz, you might find unique characteristics in its sound compared to versions in standard tuning. However, these differences would be subjective and depend on individual preferences.